Всем привет! На канале появится небольшая серия видеовыпусков, посвященных установке элементов Land Rover Discovery 4 в третью версию. Будут показаны некоторые работы по электрической части. И эта заключительная четвертая часть посвящена блоку управления светом. Суть переделки в механическом объединении двух блоков управления светом. Для начала разберем блок управления светом от Discovery 4. На данном этапе нам нужна передняя декоративная накладка. Мне необходимо вырезать центральную часть. Это удобно сделать, насверлив много мелких отверстий, которые потом прорезать канцелярским ножом. В блоке управления светом от Discovery 3 необходимо вырезать механический селектор выбора вида света. Как это правильно сделать, смотрите дальше в видео. Так как планировался еще и пересвет, меняем все зеленые светодиоды. После выпайки светодиодов на выводных ножках, отверстие удобно прочистить с помощью мелкого сверла. Ну а как сделать такую дрель, смотрите в предыдущем видео. Ссылка вверху в правом углу. Значит, при сборке тоже есть одна особенность. То, что светодиод не бездумно вставляется и запаивается, а за счет длины его ножек регулируется амплитуда нажатия кнопки. Это тоже важно, иначе или она будет не замыкаться, или не размыкаться. Поэтому вставили и до момента срабатывания кнопки утапливаем светодиод. Глубже, глубже. Глубже, оп, есть. В этом положении фиксируем и припаиваем, чтобы кнопка совершала вот такую амплитуду. Замкнула, разомкнула. Это важный момент, и запаиваем. Вот так выглядит белый пересвет, но рекомендую досмотреть видео до конца, так как некоторую работу не придется делать. Итак, всевозможные вырезания закончены, и теперь хочу немножко рассказать про то, как будет собираться переключатель света и потенциометр изменения яркости. Значит, могут меня, конечно, поругать любители триггеров, любители реле, любители микроконтроллеров, то, что я решил не заморочиться и не сделать, ну, конечно, когда есть нажимная нефиксируемая клавиша, удобно сделать триггер с реле или микроконтроллер какой-то, но это, скажу, дольше. Я решил сделать быстро, да, может как-то трудоемко более, но функционал даже будет больше. Почему больше, объясню в процессе. Итак, что я сделал? Получается, вырезал центральную часть уже нового блока управления светом, оставил только сам корпус, оставил кольцо с элементами, какой вид света будет гореть, декоративное колечко и вот эту платку. И то, даже эта плата в дальнейшем будет обрезаться, но все по порядку. А также вырезал, получается, переключатель со старого блока управления светом, то есть чисто механическую часть. Ну что, давайте немножко подсоберем и посмотрим, что у нас получается. Итак, ставим кольцо, на котором видно элемент выбора света. Ну, его теперь немножко придется сместить. Если в новом блоке от Range Rover Discovery 4 он стоял так, то на старом блоке положение нулевое в левую сторону щелкает. Соответственно, и кольцо нам надо перевернуть. Вот ровно на эти там 15 градусов. Да, значки немножко сместятся, соответственно, чуть-чуть перевернуться на 15 градусов, но я думаю, это не критично. Не самый важный блок, который уже должен выглядеть на 100%. Щелкиваем, все. Оно само центрируется.
Вот это передняя панелька у нас получается уже нового блока от Range Rover Discovery 3. И теперь по вырезанной части из Discovery 3. Значит, вырезаем ее по кругу, но оставляем вот такие ребра, будем их так называть. Для чего они понадобятся? Когда будете центрировать, обрезая их по нужной длине, вы ровно выставите вот этот блок в новом корпусе. То есть не будет он у вас болтаться, а за счет вот этих ребер подобранной длины. Это все интуитивно, то есть центрируете на глаз. Большой точности не надо, но за счет этих ребрышек очень все качественно получается. И точно, главное. Потом все это еще, конечно, усадится термоклеем, но, скажу, будет сидеть хорошо. То есть вот мы получили результат. Вот так будет исходное положение. Соответственно, влево отключены габариты, ближний свет и автоматический режим. Так, ну и также будет работать противотуманные фары по вытягиванию. Так, что осталось? Осталась плата от нового блока. Скажу сразу, зря я ее пересвечивал, но тоже опыт есть, поэтому номиналы резисторов, расположение светодиодов, все перед вами. Значит, она будет обрезаться ровно до половины. То есть оставляем часть с кнопками и часть с потенциометром. Подсветку убираем, за исключением подсветки, которая была поменена в кнопках, оставляем ее, и подсветка регулятора яркости. Значит, почему сказал, что будет больший функционал? Так как противотуманные фары остались работать на старом переключателе, у нас появляются две кнопки. Со временем уже можно сделать на всем любимом триггере и полевом транзисторе или реле, уже можно управлять каким-то дополнительным оборудованием. Поэтому мы их зарезервируем, они будут точно так же подсвечиваться, в интерьере стоять, и в дальнейшем их можно уже использовать по другому назначению. Вот, это что касается этой платки. Эту плату мы оставляем без изменений, это родная, за исключением, что ее пересветим. То есть заменим зеленые светодиоды на белые, заменим часть резисторов, чтобы уменьшить яркость. И она поставится так. Все это прикроется родным корпусом, по контуру усадится термоклеем, оклеится каким-либо плотным материалом, даже той же изолентой просто обкрутится, и будет блок готов. Значит, еще единственная особенность, так как мы регулятор яркости оставляем этот, а не будем использовать вот этот старый, то померив его сопротивление, я увидел, что он 10 кОм, а родной стоит на 20 кОм, то есть, соответственно, в 2 раза меньше. Но есть предположение, что просто яркость будет регулироваться не во всем диапазоне, не так плавно, как здесь, потому что здесь оборот идет больше 180 градусов. А здесь же он буквально градусов, наверное, ну хорошо, если каких-нибудь 45. Ну, до 90 точно градусов, но не больше. Вот, поэтому этот я выпаю и проводами просто соединю эту плату с потенциометром этим. Ну и посмотрим. Если его достаточно будет для регулировки, значит я его оставляю. Если нет, просто перепаяю на тоже 20 килоомный, как и здесь. Ну, это что касается по механической переделке. Нарисовалось уже пару моментиков, поэтому спешу с вами ими поделиться. Решил это сделать сейчас, а не в процессе уже окончательной подгонки, так как там, как всегда, влазит куча косяков, матюков, поэтому лучше сейчас объясню, а потом уже своим подписчикам какие-то тонкости, нюансы расскажу более подробно. Значит, первый уже нюансик появился, то, что на плате, которая идет от родного блока
управления светом. Пришлось положить конденсатор, положить транзистор, так как не получалось по-другому разместить, но, соответственно, и возникли сложности. То есть момент, если все это собрать сразу на вот этой плате, еще здесь, то есть до установки, получится, что когда начнем вставлять, этот радиатор, да и сам транзистор не даст вставиться в это отверстие. А плюс еще будет же вот такая вот штука закрывать это все. То есть, соответственно, никак мы не выкрутимся. Поэтому решил, что сборка будет осуществляться уже на самой панели. То есть вставляем наш новый регулятор света. Ну, вернее, только его каркас. Да? И уже с обратной части начинаем сборку. Тогда не важно, сколько здесь будет, какие что стороны будут торчать. Вот. Значит, уже обрезал я плату родную от Discovery 4. Ну, как и говорил, оставил только кнопки управления противотуманными фарами. В дальнейшем можно использовать по любому назначению. И регулятор. Соответственно, она вставляется в левую часть корпуса нового блока управления светом. В родные защелки все входит, все красиво. Справа остается механическая часть. Значит, с помощью 3 проводов подпаяемся к выводам регулятора света. Вот это вот так вот все установится, оденется. Оденется механическая часть переключателя. Видим, да, что если бы это сделали с той стороны, мы бы это уже не всунули. Вот. И все это закроется этой вот. Все это будет приклеено, отфиксировано, соответственно, не будет смещаться, и данный блок будет работать. Спереди он будет выглядеть следующим образом, скажу, не сильно будет он отличаться от исходного его положения, от исходного его вида. Да, слегка смещены указатели, и переключение противотуманок будет идти уже не нажатием этой клавиши, а уже по доставанию механического центрального рычага переключения. Да, ну, я думаю, может, это и не совсем критично. Ну, вот так вот. Ну что, как говорится, первый косяк себя долго не заставил ждать. При установке платы выяснилось, что радиатор и сам транзистор, регулятор, ложится на барашек управления открытия-закрытия воздуховода. То есть вот мы его крутим. Да, то есть избавиться от него не получится. Поэтому что делаем? Выводные провода, где-нибудь в этом месте его закрепим. Только так мы сможем обойти эту ситуацию. Ну, вложить внутрь, не вверх его загибать, да, а внутрь тоже. Тогда плата до конца не сядет ровно, где-нибудь будет вот так вот торчать. А по длине штока очень строго, очень точно должна спозиционироваться именно механическая часть. Поэтому однозначно его убираем на выносные провода в сторону. Ну и дальше будем пробовать собирать. Так, в принципе, все готово. Осталось еще немножко там термоклеем задней части поработать. Но уже все достаточно надежно. Значит, остался переключатель света от Range Rover Discovery 3, а уже элемент интерьера и сам корпус блока управления светом уже, конечно, новый. Значит, что здесь? Все переключается. Единственное вертикальное положение — это будет уже габариты, да, то есть, а выключаться будет влево. Но также все работает, и противотуманные фары будут включаться вытягиванием. А эти кнопки остались зарезервированные. То
То есть в дальнейшем можно будет что-то туда повесить. Ну и давайте в темноте посмотрим, приглушим свет. Всегда идет подсветка самого регулятора, а уже по его включению собирается подсветка остальных приборов. Когда включаем режим габариты. Итак, регулятор наш тоже работает. Я говорил, что он будет в 2 раза по величине меньше. Если родной был 20 кОм, этот уже 10 кОм, но справляется, все регулирует. Интенсивность, видно, что больше-меньше становится, медленней. Ну вот так, значит, данная переделка получилось быстрее, я считаю, чем разрабатывание схем, вызваниваем. Да, трудоемко было, конечно, вырезать и подружить механическую часть. Переделка, кстати, оказалась надежной, уже ездит больше 2 лет. Внешний вид спереди не сильно пострадал, но вы всегда можете сделать лучше. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.